Привет всем, я Никита. Решил сделать небольшое включение. Занялся я переделкой вытяжной системы. Подписчики, кто смотрел мои предыдущие видео, видели, что у меня есть вот такая панелька с вентилятором, которую я вставляю в окно, подключаю к электричеству, и вентилятор начинает вытягивать все пары во время приготовления пищи, чтобы салон не пропах. На конце провода у меня был простой разъем USB, который я включал вот сюда, и от 5 вольт вентилятор начинал вращаться. Но 12-вольтовый вентилятор от 5 вольт, естественно, работал не на всю свою мощь. Я не скажу, что вытяжка плохо справлялась со своей задачей, но вот этот момент, когда открываешь крышку и вот этот поток пара и запахов устремляется вверх, вентилятору явно не хватало своих оборотов. Поэтому я решил подключить его в 12 вольт, чтобы он работал на полную. Но для того, чтобы вмиг он не выдул все тепло из салона, я решил подключить его через регулятор мощности. Вот прикупил вот такой регулятор, самый простенький, цена ему 130 рублей. Вот плюс-минус вход, плюс-минус выход на мотор. Подключаться вентилятор будет через разъем прикуривателя. Вот также прикупил вот такой прикуриватель, уже соединил, USB вилку отрезал и прикупил также вот такое гнездо. Также уже подготовил сам блок управления, куда все это будет врезаться. Отверстие под прикуриватель, отверстие под регулятор мощности. Пришлось немножко повозиться, чтобы уменьшить толщину фанеры, куда он будет вставляться, потому что с резьбой здесь немножко туговато. Вот такой вид сзади на мой пульт управления. Здесь у меня блок зарядки аккумуляторов от солнечной батареи. Вот эти толстые провода. Два выключателя света. Здесь в этой части, с этой стороны, пульт управления автономкой. Сверху блок вольтметра. Здесь у меня будет стоять регулятор мощности. Тут походу без разницы, как ставить ручку. Вот. Включил, увеличил мощность, уменьшил, полностью выключил. В нижнее отверстие вставлю гнездо для прикуривателя. Так, теперь надо подключить плюс и минус. Так, минус сюда, плюс сюда. А эти два провода на питание 12 вольт. Питание 12 вольт я возьму вот с этих двух проводов, которые идут на USB подзарядку. Их я уже подготовил, зачистил. Осталось вот здесь сделать небольшой вот так. Минус мы подключаем сюда, плюс мы подключаем к этому проводу. Для надежности и чтобы не допустить окисления и перегрева данных соединений, я запаяю их. Кстати, паяльник включен в розетку 220 от инвертора на 1000 Вт. Очень удобно. Все красивенько и аккуратненько. Обязательно такие места нужно замотать синей изолентой, да, как говорится. Но синей изоленты нету, поэтому воспользуемся черной. В идеале я всегда пользуюсь термоусадкой с клеевой основой. Очень отличная вещь, влага не попадает, ничего не окисляется, держится просто отлично, но нужного размера термоусадки у меня не нашлось, чтобы можно было накинуть через вот этот разъемчик. Поэтому черная изолента. Плюс к плюсу, минус к минусу. Тык-тык. Все аккуратно. Включаем разъем.
Включаем питание. Так, перестал работать вольтметр. Почему? Потому что слетел провод. Включаем регулятор мощности. Угу. Так, было экстренное выключение, потому что данный регулятор оказался неисправным. Регулятор ничего не регулировал, к сожалению. Но, к счастью, у меня их было 2 штуки. Второй оказался вполне рабочим. Вот, включаю его, загорается лампочка. Выключаю. Я здесь уже успел, я думал, может, у меня заряд аккумулятора слабый. Поставил аккумулятор на зарядку. Эти действия ни к чему не привели. Так, ладно, будем пробовать. Вот он, вентилятор. Включаем в розетку. Включаем регулятор. О, прибавляю. Скорость увеличивается. Убавляю. Скорость убавляется. Ну, короче, в чем весь смысл? Во время приготовления пищи вентилятор будет включен на минимальные обороты, будет потихонечку вытягивать. В момент перед тем, как открыть крышку, чтобы весь этот пар и запахи не распространились по салону, просто раз, включил, быстренько открыл, помешал, чик-убавил, чтобы в машине не стало холодно. Есть, конечно, в этом какие-то неудобства, но это намного удобнее, чем потом оттирать весь салон. Ну все, эффект достигнут, хоть и с небольшими потерями, 130 рублей. Но я думаю, удастся поменять его. Главное съездить в ближайшее время и не забыть чек. Ладно, пока, до встречи на следующих выездах.